Так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня начали жарить шашлык или печь, неважно, мясо. Я хотел бы с вами поделиться вот таким вот девайсом. Заказывали его на AliExpress. Это термометр для готовки любых продуктов, которые мясные. Птицы, мясо, рыба и так далее. Здесь выставляется заданная программа, и вы смотрите готовность продукта. То есть всегда я задавался вопросом, как в классных ресторанах повара определяют готовность мяса. Так вот, они его, наверное, не пробуют, да, щупом проверяют готовность мяса. У каждого мяса своя температура готовности внутри. То есть, если мясо достигло этой температуры внутри, то дальше его нет смысла жарить или парить и так далее. Оно уже готово. То есть, вы его либо пересушите, либо не дожарите, если не достигли этой температуры. Ну, вот так вот мясо мы выбираем. Вот режимы. У нас свинина в данный момент. Это порки. Вот, порки. Здесь уже задана температура 71 градус по Цельсию. И вот сейчас мы щупом проверим, так ли это, готов или не готов наш продукт. Я его покупал, в принципе, для коптилки, потому что там все закрыто, я не знаю, готово или не готово. Сейчас проверим. Вставляем в мясо. И пошел процесс, вы видите, да, градусы поднимаются 45, 52, 56 уже. По достижении необходимой температуры термометр издает звуковой сигнал, и экран тоже будет мигать. Сейчас 58 градусов. Так, собачки. Шестьдесят градусов. Я бы уже, конечно, мясо снимал бы. Но градусник нам показывает, или термометр нам показывает, что еще не время. Только 60. О! Во, вы видите, 69, 71 градус. Должно издавать уже звуковой сигнал. Сейчас посмотрим, если сейчас поднимется температура. О! Все! Видите, это означает, что мясо готово к употреблению. Дольше его жарить смысла нет. Вот так вот. Все, можно, я так понимаю, снимать. Вот это коротенькое видео было снято для того, чтобы просто показать, как работает этот термометр. Еще раз скажу, что все ссылки будут в описании под видео на этот термометр. Но для жарки шашлыка я его не использую. Это так, чисто демонстрационное видео. Я его использую для коптилки. Там, где вот, да, коптилка закрыта получается. У меня нет возможности наблюдать визуально. И я щуп вставляю в мясо, в коптилку, закрываю коптилку, получается. И щуп находится в самой коптилке. Таким образом, мне не приходится туда лазить. Я вижу по этому термометру готовность моего продукта, который я копчу. Если быстро о нем рассказать, то состоит он из щупа. Щуп по характеристикам выдерживает температуру 300 градусов по Цельсию. И, собственно, сам термометр с подставкой вот такой. Его можно ставить вот так. Можно эту прищепку куда-то пристегивать, чтобы он висел. И, соответственно, здесь батарейный отсек, где мини-пальчиковые батарейки вставлены в этот отсек, как вы видите. Точно так же закрываем. Вот это
резиновая такая накладочка. Очень приятно лежит в руке, защищает корпус пластиковый. Большой экран, на котором выводится вся информация. К сожалению, она на английском языке, но ничего страшного, разобраться можно. Есть картинки в интернете, которые можно скачать по первому времени, так сказать. Можно разобраться. Порки свинина, там чикен курица, фиш рыба и так далее. Уже вбиты программы. Если вы выбираете свинину, вы можете выбрать, вот я переключаю режимы, вот порки, medium, well, там well done и так далее. Это кнопка включения-выключения. Вот, включили. И она же коротким нажатием меняет градусы Цельсия на Фаренгейты. Вот, либо в Фаренгейтах, либо в градусах Цельсия показывает. Мод режим, это вы можете переключаться с программ по жарке мяса на таймеры. Причем таймеры есть как секундомер, который считает секунды, так и таймер, который вы выставляете на время там час, и час будет убывать там 59 минут, 58, 57 и так далее. И точно так же возвращаетесь в меню жарки мяса. Если здесь, то если вам нужно использовать таймер, то вы можете выставить вот 1 минуту, 2. Сброс таймера идет одновременным нажатием на 2 эти клавиши. Вот так, раз, сбросили. Возвращаемся обратно. И здесь вот кнопкой Meat выбираем мясо, которое будем жарить, или рыбу, вот фиш. А вот программное меню, если вам видно, прох написано. Здесь вы сами задаете, скажем так, градусы, температуру готовности. Вот этими кнопками, видите, 62 градуса, 63, меняется 64, это вниз 62. Тестом мы меняем биф, это говядина у нас. Мы можем менять, я уже говорил, степень прожарки. И меняется, соответственно, температура. Medium 66, Wet 71, Well Done 74, хорошие прожарки. А это кнопка старт-стоп таймера, соответственно. То есть вот мы выходим в таймер. И вот если мы просто нажимаем, это пошел секундомер, как вы видите. 2 секунды, 3, 4, 5, стоп. Сбросили. Если мы выставляем сколько нам надо и нажимаем старт, то идет на убывание. Вот 1 час я задал, вот 56 секунд, 55, 54 пошло время. В общем, как-то так, ничего сложного нет. Стоп, сброс и возвращаемся обратно в меню. Все, выключаем. Вот такой вот термометр. Очень удобная вещь, честно скажу. Буду коптить что-нибудь, покажу еще, как я с ним обращаюсь при копчении. Все, что хотел, рассказал, в принципе. Бусинка, поздоровайся с подписчиками. Буся, не хочешь? Она у нас стеснительная. Вот, собственно, все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. Дальше много интересного.